Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео будем вязать вот такой вот элегантный топ. Идея и модель этого топа именно приталенная, чтобы добавить элегантности образу. Мой топ связан из чистого хлопка, но состав его может быть любой абсолютно. А также по этому мастер-классу можно связать точно такой же жилет. Летом мы будем носить топ, а в прохладное время года, либо зимой, на водолазку, на рубашку будем носить жилет. И как топ, и как жилет можно надевать его куда угодно. Можно подобрать абсолютно любую одежду и дополнить этим топом любой образ. Даже для лета состав пряжи может быть любой. А если вы планируете связать жилет к теплому времени года, то тогда можно взять пряжу поплотнее, потолще, потеплее, и у вас будет прекрасный жилет. Размеры моего топа в сантиметрах и расход, как всегда, в конце видео. Не ленитесь, посмотрите. Буду вязать из пряжи Alize Bella. Это 100% хлопок. Здесь 50 грамм и 180 метров. Я буду вязать крючком 2,5, но сейчас для набора петель беру крючок на полразмера больше. У меня это 3. И набираю цепочку из воздушных петель. Набираю цепочку из воздушных петель, по ширине примеряю. Мы будем вязать отдельными деталями, и просто прикладываю к себе и примеряю, насколько ширины мне хватает. Учтите, что когда мы будем вязать, эта ширина будет немножко уже, чем наша вот эта первоначальная цепочка, примерно на 2-3 сантиметра. Ну и может быть больше, если у вас плотность вязания очень плотная. Раппорт нашего узора составляет 16 петель и 2 петли кромочные. Поэтому набирайте петли с таким расчетом, чтобы у нас влезло вот в эту цепочку из воздушных петель несколько полных раппортов. И плюс к этим полным раппортам прибавляем 2 еще петельки. Это 2 кромочные, которые у нас будут идти по краям. Я набрала 82 петли. 80 петель это мои полные 5 раппортов узора. И 2 петельки это кромочные. Теперь меняю крючок на свой рабочий 2,5. Набираю 1 петельку подъема. И будем провязывать в вот эти вот перемычки, которые у нас идут по изнанке. Черный цвет плохо видно. Часто я показываю, как провязывать. Вот это лицевая сторона нашей цепочки. Здесь обычные лицевые петельки. И когда мы разворачиваемся на изнанку, у нас здесь идут вот такие вот перемычки. Вот именно за них мы и будем провязывать. Сейчас первый ряд мы провязываем просто столбиками без накида вот в эти перемычки. Это нужно для того, чтобы край не стянуло. Провязав этот ряд, у нас должно быть ровно 82 петельки, которые набирались изначально. У каждого, конечно, будет свое количество петель в зависимости от размера. Провязала ряд столбиками без накида. Теперь приступаю к вывязыванию узора. Сделала 1 воздушную петельку подъема. И вот в эту первую петлю, откуда я вышла, я ее вообще не трогаю, пропускаю. Провязываю следующую петельку, столбик без накида. Затем делаю 1 воздушную петлю. Здесь 1 петлю пропускаю. Провязываю в следующую столбик с накидом. Снова делаю воздушную, пропускаю 1 петельку и в следующую провязываю столбик с 2 накидами. Воздушная. Нам нужно провязать 4 столбика с 2 накидами сейчас. Воздушная петля, 1 здесь пропускаю, в следующую вот здесь вот провязываю столбик с 2 накидами.
Провязала 4 столбика с 2 накидами. Вот здесь я не ошиблась. В начале у нас самый первый столбик с 1 накидом. Затем 4 столбика с 2 накидами. Затем воздушная петля. Одну пропускаем внизу и провязываем столбик с 1 накидом. Как было у нас вот здесь вот в начале. Всего столбиков вот таких вот у нас должно быть 6. 2 по краям с 1 накидом и 4 в середине с 2 накидами. После вот этого столбика провязываю 1 петельку воздушную, также пропускаю петлю внизу и провязываю 3 столбика без накида подряд. В каждую петельку 1, 2, 3. Раппорт нашего узора закончился еще на 2 петлях. И дальше мы повторяем все. Провязали вот эти вот 3 столбика без накида, затем снова провязываю воздушную петельку, пропускаю 1 петлю, в следующую провязываю столбик с 1 накидом, затем воздушная, пропускаю петлю, столбик с 2 накидами, воздушная, петлю пропускаю, столбик с 2 накидами. Провязываю их 4 штуки, 2 провязала, сейчас 3. Четыре с 2 накидами, здесь с 1 еще всего 5 получается. Провязываю воздушную, 1 петлю пропускаю, в следующую провязываю столбик с накидом с 1, воздушная, 1 пропускаю, 3 столбика без накида. Вот я провязала 2 раппорта узора и повторяю так до конца ряда. Вот я пришла в конец ряда, и у меня осталось здесь довязать 2 столбика без накида. Я провязала последний вот этот вот столбик с 1 накидом, сделала воздушную петельку, пропускаю 1 петлю, и у меня осталось в конце 2 петельки. Так и должно быть. Я провязываю 2 эти петельки столбиками без накида. Все, мы закончили провязывать 1 ряд. Провязываю воздушную петельку подъема, поворачиваю вязание. Не провязываю вот в эту первую петлю, откуда у меня вышла петля подъема, а провязываю во вторую. Провязываю столбик без накида. Затем у нас идет вот здесь вот воздушная петля, отверстие. В отверстие провязываю столбик без накида. Сейчас у нас идет ряд столбиков без накида. Провязываем мы его вот в отверстие. Теперь в столбик, в отверстие, в столбик. То есть мы провязываем все эти петельки, которые у нас были и в первом ряду, и сейчас, которые у нас изменились столбиками с накидами и воздушными петлями. Мы их сейчас провязываем столбиком без накида весь ряд. Вот как они у нас идут. Вот отверстие, столбик. Отверстие, столбик. Провязываем все петельки, которые у нас здесь есть. Отверстие, затем 3 столбика без накида у нас тут идут по узору. Дальше снова отверстие, столбик. И так мы провязываем до конца ряда. Провязали этот ряд столбиками без накида. И теперь делаем воздушную петельку подъема, вязание поворачиваем. В первую вот эту петелечку, откуда у нас петля подъема вышла, мы ее не трогаем. Провязываем в следующую сразу. И дальше провязываем полностью весь ряд, опять же столбиками без накида в каждую петельку. Довязали до конца ряда. И не забываем, что у нас здесь еще есть последняя петелечка в самом конце ряда, которая у нас была петлей подъема в предыдущем ряду.
мы ее тоже провязываем. Если сомневаетесь, провязали вы ее или нет, то тогда проверьте. Вот у вас столбик с одним накидом, затем воздушная петля, и должно быть 2 петельки после этого с краю. Вот, я провязала. Теперь приступаем ко второй части раппорта. Я провязываю 3 воздушные петельки подъема, и теперь я провязываю столбик с 2 накидами. Затем я провязываю воздушную петлю, пропускаю 1 петельку и снова провязываю столбик с 2 накидами. Воздушная петля, 1 пропускаю, провязываю столбик с 1 накидом, воздушная, 1 пропускаю и сюда провязываю 3 столбика без накида. Вот у нас получается этот ряд начинается петли подъема 3 штуки высокие, для того чтобы они были в уровень с нашим вот этим вот столбиком первым. Получается, что у нас здесь вторая часть этого раппорта, это ровно половина вот этого вот раппорта в ширину. Здесь 6 столбиков всего в раппорте. Получается, что здесь у нас их 3. Петля подъема это кромочная. 1, 2, 3. И повторяем дальше раппорт сначала, как он был вот здесь. 1 воздушная петля, 1 пропускаем, столбик с накидом, с 1, воздушная, пропускаем петлю, затем 4 столбика с 2 накидами, через 1 пропуск, так же как мы вязали внизу. Считаем столбики, у нас всего должно быть 6. 1 с 1 накидом, 4 с 2 накидами, уже 5 провязала, и последний с 1 накидом у нас. Все делается через 1 петлю. Только вот эти вот 3 столбика без накида провязываются подряд. Вот они вот здесь внизу, вот здесь вот они внизу. И дальше повторяем. Воздушная петля, 1 пропуск, столбик с 1 накидом, затем 4 с 2 накидами и так далее. Провязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда, и в конце ряда у нас получается 3 столбика, 1 с 1 накидом, 2 с 2 накидами, и сразу же рядом у нас вот здесь вот последняя петелька есть, которую мы провязываем столбиком с 2 накидами. Также это будет кромочный наш столбик, но он должен быть такой же высоты, как и вот эти вот наши столбики. Начали с 3 и закончили 3. Это ровно серединка вот эта. Теперь я провязываю 1 воздушную петельку подъема, поворачиваю вязание, и здесь у нас вот эта петля кромочная, и получается сразу у нас столбик идет. Вот здесь у нас между ними нет петли, это я просто ее растянула, и получилось как будто у нас тут петля. Сразу провязываем над столбиком столбик без накида, затем в отверстие, над столбиком, в отверстие, над столбиком, в отверстие. Теперь мы повторяем, как мы провязывали ранее, ряд столбиками без накидов, каждую петельку, которая у нас есть. Воздушная, столбик, воздушная, столбик, и 3 столбика вот этим вот без накида. Вот мы довязали до конца ряда, провязали вот этот вот предпоследний наш столбик, но здесь у нас есть еще столбик, который образует петли подъема. Его мы тоже провязываем. Вот в эту вот петельку верхнюю провязываем столбик без накида.
Иначе, если мы его не провяжем, он у нас кромочный, у нас петля потеряется. Теперь поворачиваем вязание, провязываем воздушную петлю подъема. Как всегда, вот в эту самую первую петельку не провязываем, вообще никогда ее не трогаем. И сразу начинаем провязывать дальше. Сейчас мы провязываем снова ряд столбиками без накида, полностью весь ряд в каждую петлю. Довязали ряд, провязали столбик без накида над вот этим вот столбиком, и не забываем, что у нас в конце есть еще одна петелька кромочная. Провязываем ее тоже. Всегда ориентируйтесь, чтобы у вас в конце вот здесь вот было 2 петельки. Обязательно кромочная должна быть, не потеряйте ее. Теперь повторяем раппорт узора с самого начала, как мы начинали вот здесь вот. Сделала воздушную петлю подъема, эту не трогаю, провязываю одну петельку. То есть у нас петля подъема и вот этот столбик, это у нас 2 петельки. Затем провязываю одну воздушную, здесь одну петлю пропускаю, в следующую провязываю столбик без накида, воздушная, одну пропускаю, в следующую провязываю столбик с 2 накидами, воздушная, одну пропускаю, здесь столбик с 2 накидами, воздушная, пропускаю, столбик с 2 накидами, у нас их должно быть 4, считаем 1 с одним накидом и 4 с 2. Воздушная, одну пропускаю и сюда провязываю столбик с одним накидом. Воздушная, одну пропускаю и сюда провязываю 3 столбика без накида. Все, провязали наш раппорт, и дальше мы его повторяем. Провязываю воздушную петлю, одну пропускаю, провязываю столбик с накидом, воздушная, одну пропускаю, столбик с 2 накидами. Повторяем до конца ряда. Затем провязываем ряд столбиков без накида, вот он, затем еще один ряд столбиков без накида, и затем повторяем раппорт. Вот у нас должны идти вот такие вот полосочки по очереди. Там, где у нас широко, например, было в прошлый раз, теперь у нас располагается 3 вот этих низких столбика. А где располагались, например, 3 вот этих низких столбика без накида, у нас над ними располагаются потом вот эти высокие столбики с вот такими отверстиями. И каждую вот эту полоску можно провязывать разным цветом. Получается один ряд столбиков без накида, потом ряд вот с отверстиями и следующий ряд столбиков без накида вы провязываете одним цветом. Затем второй ряд уже другим цветом получается. Если немножко сомневаетесь, чтобы все ровненько было в узоре, смотрите, вот эти вот 3 столбика без накида, которые у нас в конце раппорта, да, идут, они всегда располагаются между 3 и 4 вот этими вот высокими столбиками с 2 накидами. Получается 1 в отверстие 2 и в столбик 3. И так вы не запутаетесь. Вот здесь то же самое. Где у нас идут вот эти вот низкие столбики, они располагаются на 3 и 4. 1, 2, 3. Вот так вот выглядит наш узор. Это получается у нас сейчас провязан один раппорт в высоту с очередностью вот этих вот рядов с дырочками. И теперь мы повторяем все сначала. И у нас эти дырочки будут располагаться в шахматном порядке. Узор очень быстро запоминается. Если сначала кажется, что немножко трудно, потому что можно перепутать здесь петельки, то потом вы уже привыкнете. Главное, следите внимательно, чтобы в начале у вас было всегда 2 столбика, и в конце ряда, чтобы у вас было обязательно 2 столбика без накида. Не забываем провязывать кромочную.
И таким образом, повторяя вот эти вот наши раппорты узора, мы провязываем высоту до подмышек. Я закончила вязать высоту своего топа, довязала до подмышек. И сейчас мне нужно отделить вот это вот место, где у меня начинается пройма для рукава. Рукавов у нас здесь, конечно, не будет. И дальше мы тоже ничего делать не будем. Будем провязывать ровно. Но вот это место мы отметим, чтобы знать, что здесь у нас начинается для рукавов пройма. Я ставлю маркеры по краям, в начале и в конце ряда. И дальше буду продолжать провязывать ровно. Провяжу примерно 1,5-2 раппорта еще в высоту после вот этих вот маркеров. После того, как я установила маркеры, я провязала высоту 2 раппорта узора. И сейчас я начинаю следующий раппорт и довязываю ровно до середины. Вот я довязала ровно до середины. У меня получилось в длину 2,5 раппорта. Такой же серединкой у нас заканчивается вторая часть раппорта, поэтому мы уже знаем, как ее вязать. Единственное, что здесь мы не будем вязать кромочную, а остановимся вот здесь вот как раз на вот этой вот петельке. Получается, третья петля, у нас всего 6 столбиков, я провязываю 3. В конечном нашем раппорте вот здесь вот 3 столбика и 1 столбик рядом, это кромочный наш столбик. Здесь я кромочный столбик провязывать не буду. Становимся так. И теперь мы будем вязать до этого места только вот эту вот левую сторону топа. Получается, если смотреть с этой стороны, она у нас лицевая. В принципе, здесь узор одинаковый с двух сторон. Но так как мы начинаем самый первый раппорт отсюда, можно сказать, что это лицевая сторона. И вот если смотреть по лицевой стороне, то это левая сторона топа. Получается, мы провязываем до середины, ровно середина. У меня нечетное количество раппортов 5, поэтому у меня здесь остановилось. У вас может остановиться там в любом месте. У вас, к примеру, если четное количество раппортов, тогда у вас остановится вот на вот этих вот 3 петельках, которые столбики без накида. Тогда, если у вас на этом месте, тогда вы провязываете 1 столбик и разворачиваетесь. Вот этот вот средний самый, допустим, вот этот левый столбик пойдет к левой стороне, этот столбик пойдет туда, а вот этот средний столбик мы вообще оставим, его и трогать не будем, если вы, к примеру, остановились на вот этих вот петельках. Провязывайте только 1 и разворачивайтесь и вяжите дальше. Я разворачиваюсь и продолжаю вывязывать свой узор. Провяжу немного высоту, только одну половинку. Я провязала высоту 1 полный раппорт узора. И теперь я уже буду вязать саму бретельку топа. И на ее ширину я возьму 1 раппорт в ширину. Вот, начинается у нас новый раппорт. И 1 раппорт в ширину я провязала. Теперь я разворачиваюсь и продолжаю дальше провязывать. Теперь я буду провязывать только 1 этот раппорт на всю длину бретельки. Примеряйте на себя. У нас здесь вот стоят маркеры. Это место у нас под мышкой, немножко ниже, не впритык, конечно, мы всегда делаем. И вот прикладываете к себе и примеряйте. Вот эта часть, это у нас на грудной клетке разрез. И вот здесь вот дальше у нас идет сама вот эта лямочка. Прикладывайте к себе, примеряйте. Когда уже вам достаточно будет вот высоту лямочки вот этой связать, тогда остановитесь, тогда уже будем переходить к другой части топа. Лямочку я провязала, получается, 2,5 раппорта узора высоту. Мне вот этой вот величины достаточно, но вы смотрите по своим размерам, вам может быть недостаточно. Вяжите до того момента, пока вам вот этот вырез станет комфортный, чтобы он не стягивал, но и не был очень большой.
Так, теперь мы ниточку обрезаем и просто затягиваем. И переходим ко второй стороне. Вот здесь мы закончили вязать 1, 2, 3, всего у нас 6. Будем ориентироваться ниже по узору на такой же элемент. 1, 2, 3. И вот здесь у нас должен быть 4. То есть мы здесь одну петелечку пропустим, которая у нас идет вот между вот этими петельками. И вот с этой вот петли мы начнем набирать. Это если у вас вот здесь вот нечетное количество раппортов узора. Если у вас четное количество, то вы закончите не вот этим элементом, а элементом вот таким столбиками без накида. Там точно так же. Один столбик без накида будет в конце, один пропуск будет, и следующий столбик пойдет на вязание правой части. Я здесь присоединяю ниточку. И продолжаю вязать раппорт узора. Точно так же, как у меня вот здесь. Продолжается наш раппорт дальше. Получается, начался он здесь, только мы эту часть провязали отдельно, а теперь мы вяжем точно так же эту часть. Но начинается он у нас же с того же ряда, который мы начали здесь, поэтому мы продолжаем его провязывать. Смотрите, ориентируйтесь, что вот эти элементы в шахматном порядке располагаются, и поэтому ориентируйтесь, где какой элемент расположить. Эту сторону мы вяжем точно так же, как и эту, в зеркальном отображении. Вяжем теперь вот эту часть. И потом в конце мы уже провязываем точно такую же длины бретельку. Вот здесь, с этой части. Вот я полностью провязала обе части. А вот здесь мне пришлось ниточку обрезать, когда я закончила вязать полностью вот эту вот часть. У меня закончилась по изнаночной стороне вот здесь. И я решила не переходить сюда соединительной петлей, как обычно это делаю, когда короткое расстояние. Решила ниточку здесь лучше обрезать, потому что здесь достаточно большое расстояние, чтобы сюда переходить соединительной петелькой. В принципе, можете перейти, если не хотите обрезать. Затем я присоединила ниточку вот здесь и провязала остальную часть лямки уже новой ниточкой. И перед у нас полностью готов. И теперь мы приступаем к вязанию спинки. Спинку мы вяжем точно так же. Набираем столько же количества петель. Вяжем столько же раппортов до подмышек. Также ставим маркеры. Единственное, что здесь мы не вывязываем вот этот вот разрез. И на спинке мы провязываем гораздо выше целостное полотно, чем мы вот по переду вывязали. Вот это все расстояние вот без разреза, к примеру, у нас точно должно быть провязано полностью. Также и когда мы свяжем на высоту вот этого вот нашего разреза по окончанию его, нам нужно провязать целостную спинку еще выше. Здесь можно оставить, например, 1,5 раппорта узора в высоту для спинки. И только вот эти вот бретельки провязать только, к примеру, 1,5 раппорта в высоту. Здесь у нас должно быть выше на спинке провязанное полотно, чем на переде. Для удобства ношения это будет наш росток. Поэтому спинку вязать нам проще всего. Мы вяжем ее просто ровно до момента, к примеру, пока у нас не останется вот 1,5 раппорта узора до конца. И вот эти вот 1,5 раппорта в высоту мы просто провязываем вот эти широкие бретельки. Я провязала спинку уже до того момента, где мне уже нужно отдельно провязывать бретельки. Приложила специально спинку под низ подложила, а перед приложила наверх, для того, чтобы показать, что я имела в виду, когда говорила, что нужно выше провязать спинку. Вот, к примеру, по переду у меня вот здесь вот разрез. Вот он. И вот я полностью здесь приложила прям по рядам узора, как идет по переду и по спинке. Вот я спинку провязала на целый раппорт выше, чем вот
перед. И только теперь я приступаю к вязанию бретелек. У меня здесь осталось 1,5 раппорта узора в высоту. И я буду отдельно провязывать только эти 1,5 раппорта, ширину вот этой вот бретельки, как по переду. Сначала по одной стороне, потом по другой стороне, одинаково. То есть всю спинку мы вяжем ровно, и только части какие-то бретелек мы провязываем по отдельности. Вот эти раппорты узора, это я говорю, исходя из своего размера. У вас может быть больше размер, и вот здесь вот в высоту больше провязываться раппортов, поэтому вы ориентируйтесь на свой размер. Я просто рассказываю принцип. Я связала лямочку на одной стороне, и прежде чем вот обрезать вот эту ниточку, я буду сразу же здесь сшивать плечевой шов, чтобы потом не приходилось присоединять новую ниточку для сшивания. Поэтому я решила сразу присоединить и только потом уже вязать второе плечо. Теперь нам нужно приложить перед и спинку друг к другу лицевой стороной, чтобы изнанка у нас была наверху. Выберите сами для себя, какая сторона у вас будет лицевой, так как у нас узор с двух сторон одинаковый, и прикладывайте. Приложили перед и будем его сшивать крючком. Так, сейчас я в первую петельку вот здесь вот протяну вот эту петельку, так как спинка у меня оказалась наверху. Для удобства сделаю одну воздушную петельку подъема, и теперь уже буду соединительными столбиками соединять плечевой шов. Заходим под обе стеночки петли в лямку переда и в лямку спинки. Вытаскиваем петельку и протаскиваем через петлю на крючке. Продолжаем. Вот эту петельку, которая на крючке, не затягиваем, чтобы у нас плечевой шов не стянуло. Таким образом мы полностью сшиваем плечевой шов и затем уже приступаем к вязанию второй бретельки по спинке. И сразу же точно так же сшиваем плечевой шов. Мы сшили оба плечевых шва. И теперь приступаем к сшиванию швов вот этих вот боковых. Начнем отсюда, вот с этого места, где у нас стоят маркеры. Я вставляю крючок сюда и сюда. Маркеры можно отстегнуть уже и убрать. Присоединяем ниточку. Хвостик подтягиваем. Делаю воздушную петельку подъема для удобства. И начинаю в каждую петельку одной стороны и другой провязывать соединительные петельки. Смотрите, здесь у нас есть вот такие вот высокие столбики по узору. В них нам нужно войти несколько раз. К примеру, здесь, потом следующая петелька здесь и следующая петелька здесь, например. Смотрите сами, в зависимости от толщины пряжи, сколько у вас здесь будет петелек, в которые вы будете входить. Потому что, может быть, у вас не 3, вот если вы вяжете пряжей, например, потолще, у вас может быть 2 петельки. Смотрите сами, чтобы было комфортно и чтобы вот этот шов боковой не стягивался, чтобы все ровненько было. Сшиваем до конца ряда, вот до самого низа. Я планирую здесь оставить небольшие разрезики. Этого можно не делать, это по желанию. Если хотите, оставляйте. И размер разрезов тоже на ваше усмотрение. После того, как мы сошьем одну сторону, приступим к сшиванию второй стороны. Боковые швы сшиты. Вот, у нас здесь получается прям узор к узору. Вот заканчивается узор и начинается узор
второй части. Прям ровненько все лежит, ряд к ряду. Сшили боковые швы. Я оставила вот такой вот разрез в высоту 2 раппорта узора с одной стороны и с другой стороны. И осталась у нас самая малость, это обвязка. Обвязывать будем горловину, проймы и низ. Низ будем обвязывать полностью вот так вот вместе с разрезами. Горловину мы будем обвязывать. Я начну сейчас с плечика, с левого плеча. Пройду сюда, обвяжу вот так вот разрез и пойду дальше по кругу. Обвязывать буду столбиками без накида и провяжу всего несколько рядочков. Когда мы обвязываем, мы под обвязку укладываем вот эти вот ниточки, которые у нас остались. Соединяю ниточку, делаю воздушную петельку подъема, хвостик подтягиваю и начинаю обвязывать по краешку, по крайним кромочным петелькам, вот здесь вот столбиками без накида. Вот здесь, где у нас вот эти вот ряды столбиков без накида, здесь у нас есть петельки, которые очень видно. Мы провязываем прямо в них. А вот в эти вот большие столбики у нас есть еще с краю. Точно так же, как мы сейчас сшивали, когда точно так же. Либо у вас 3 будет столбика здесь в одну длинную вот эту петельку, столбик высокий, либо 2, в зависимости от пряжи. Самое главное, не пропускайте слишком много вот здесь вот петелек, и большое расстояние между петельками не делайте, для того, чтобы обвязкой у нас не стянуло край. Все должно быть ровненько. Вот этот столбики без накида, они маленькие и низкие, они имеют свойство немножко стягивать, особенно когда провязано подряд несколько рядов. Поэтому не пропускайте вот здесь вот петельки и провязывайте в каждую петельку, и слишком петли не затягивайте, ну, чтобы ровно и красиво было. И старайтесь сделать так, чтобы обвязка не стягивала край, чтобы ровненько она шла. И провязываем по кругу несколько рядов. Обвязываем все, что я сказала: горловину, рукава и низ топа. Я обвязала свой топ. Вот горловина. Здесь получился очень красивый вырез за счет вот этих вот волн узора. Вырез не соединяется, потому что вот здесь вот мы его тоже обвязали. И вот в этом месте обвязка не дает ему соединяться просто как обычному вырезу. И он вот так вот красиво лежит. И вот такая вот волна здесь очень красиво получилась. Я обвязала просто 2 рядами столбиков без накида. Начала на плечике и здесь же закончила. Теперь вот эту ниточку вставляем в иглу и прячем в плечевой шов. Точно так же я обвязала проймы. 1 и 2. И низ топа. Также по кругу обвязывала и обвязала также вырезы по бокам, разрезы. Вот эти ниточки, которые у нас остаются после вязания, мы их вставляем в иголку и прячем по изнаночной стороне внутрь полотна. Либо в шов, либо просто куда-то в узор, чтобы не видно было ниточку. Все, топ довязан. Теперь мы его стираем, проводим ВТО. В это время выравнивая все, что нам нужно выровнять. Особенно это касается всех вот этих вот швов. У нас здесь плечевые и боковые. И с помощью ВТО мы фиксируем уже полностью форму нашего топа. Как проводить ВТО, у меня есть отдельное видео. Переходите по ссылочке в правом верхнем углу. Я провела ВТО, топ высох, отпарила все швы. Теперь у нас все ровненько, все аккуратненько, красиво. И сейчас я покажу параметры в сантиметрах. Ширина топа 32 сантиметра. Так, моя длина 50 сантиметров. Хочу
измерить еще вот ширину горловины, получается 21 сантиметр. И высота вот этой вот самой бретельки 9 сантиметров. И на эти параметры у меня ушло 3 моточка. От третьего моточка у меня осталось вот буквально 10-15 грамм пряжи. Топом я довольна. Все получилось так, как я хотела. Этот топ должен быть именно приталенный по фигуре, потому что мы вот здесь на подрезы не убавляли полотно. Если вы, к примеру, будете вязать топ широкий и здесь не будете убирать полотно на подрезы, и здесь будете вязать точно такой же вырез, тогда у вас вот эти вот бретельки будут просто сползать с плеч постоянно. Если все-таки вы планируете связать широкий топ с хорошей свободой облегания, то тогда не нужно делать вот такой вот вырез, то тогда лучше сделать вырез-лодочку, чтобы именно бретельки потом у вас с плеч не сползали. И вам было комфортно его носить. Кому понравился мастер-класс, не забудьте поставить лайк. А также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Свои работы по моим мастер-классам публикуйте под тегом, который указан на экране. Буду очень благодарна за вашу обратную связь. Всегда надеюсь получить результаты ваших работ в фотографиях. Очень интересно на это смотреть. Поэтому не забывайте отправлять результаты ваших работ в директ моего инстаграм. Ссылочка активная всегда в описании под каждым видео. Всем приятного вязания!